Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта. Меня зовут Мария. И сегодня мы хотим рассказать вам про один комплекс. Я считаю, Маша, что этот комплекс недооценен. Здесь не было такого бума продаж, как, например, в Лавине, да, или как у нас был там в Life City, в Gold City. То есть прям вот такого, или в Мерсина Люкс, да, вот такого бума продаж не было. Я не знаю почему. Я думаю, что, скорее всего, не так, это немножко и наш минус, потому что мы не так много рассказывали про этого застройщика. Этот застройщик строил раньше в основном в центре города. Это, насколько я знаю, его первый проект в районе Тумюк и Арпач-Бакшиш. И, наверное, люди просто, как-то не на слуху у них, и они выбирали более известные, раскрученных. Да, хотя, тем не менее, зря. Давай расскажем про плюсы этого комплекса. Во-первых, самый главный очевидный плюс, я думаю, что видно, хотя не могу предполагать, насколько эта камера передает. Видно ли у нас море? Вид открывается прекрасный, мы его уже не застроят, там просто нет места, посмотрите. И сам вот это место в районе Тумюк я просто обожаю. Я здесь жила, вот прямо буквально в 2 шагах от этого комплекса. Вот по этой тропинке можно пройти до моря, всего тут метров 100 максимум. И здесь и рестораны, и дискотека в этом гондоле, и еще там какие-то кафе. Да, там чай можно всегда попить летом. Да, летом вообще здесь классно. И зимой тоже хороший неплохо. Пляж. Во-первых, я считаю, плюс этого комплекса, что он состоит из единого блока, 14-этажного блока, и на этаже всего 4 квартиры. 2 квартиры угловые 2+1 и по центру квартиры 1+1. Все эти квартиры основным балконом, как двушки, так и однушки, выходят на южную сторону. И с однушек тоже некоторые открывается вид на море, и с двушек. Я считаю, это огромный плюс, что у вас это такой компактный комплекс, здесь будет мало соседей, несмотря на то, что это 14-этажный комплекс, но очень мало квартир на этаже. При этом такой большой достаточно бассейн. Да, большой двор, большой бассейн. Зеленый уже, несмотря на то, что комплекс еще не сдан, территория уже полностью готова, она уже озеленена, уже прижились цветочки, пальмы, готова детская площадка, спортивная площадка. Есть также на территории генератор полного цикла. Ну и еще плюс, наверное, это вот застекление, застекление балкона от застройщика. То сейчас это намного подорожало, и получается у вас это идет бонусом от застройщика. Ну и балконы большие. Я бы сравнила их с балконами в БНЗ Башаран. Да? БНЗ Шаран, наверное, побольше да, побольше. Здесь чуть-чуть меньше балконы. Но тем не менее, да. Балкон, почти терраса, да. Давай уже покажем сами квартиры, как они выглядят. Пойдемте смотреть. Мы сейчас находимся в кухне, совмещенной с гостиной, в квартире 2+1. Как я сказала уже, она угловая. Квартира будет очень продуваемая, так как здесь выходит и на южную сторону, и на северную сторону. Гостиная очень просторная, вы можете это сами сейчас оценить. Здесь есть дополнительное боковое окно практически в пол, что придает тоже больше света. И еще один бонус от застройщика, здесь уже установлены батареи. И когда в районе Томюк будет подключен газ, от вас будет требоваться только установка газового котла. А сейчас, пока газ еще не провели в район Томюк, вы можете установить электрический водонагреватель. Здесь уже шкафчик под него установлен на кухне. И шкафчики будут в таком светло-сером оттенке, здесь сейчас просто пленка покрыта, но будет в таких светлых тонах. На кухне очень такая широкая мокрая зона, здесь установлена мраморная плитка в зоне прихожей и также в коридоре. Я считаю, что это тоже очень удобно, учитывая, что мы живем в пляжном районе, и удобно будет, мне кажется, убирать этот песок, приходить с пляжа, проходить сразу в ванную. Вот. На входе у нас здесь установлен вот такой большой 3-дверный шкаф от застройщика, он зеркальный, считаю, тоже это большой плюс, очень вместительный, практически до потолка. Также на этой стене можно еще установить какую-то дополнительную консоль. Переместились мы в коридор, здесь справа от меня находится гостевой санузел, он довольно просторный, здесь большая такая душевая кабина, мне кажется, здесь даже поместилась бы какая-нибудь небольшая ванная. Мы переместились в детскую комнату, она у нас такая светлая, здесь большое окно с французским балконом,
Комната примерно где-то 9-10 квадратов. Я считаю, что для детской, в принципе, достаточно места будет для кровати, для рабочего стола, какой-нибудь можно поставить комодик или книжный шкаф. Ну и давайте посмотрим основную спальню. Из спальни у нас здесь выход на технический балкон, который тоже довольно просторный. Здесь уже расположены выводы под кондиционеры со всей квартиры. И классный плюс этой квартиры — здесь установлена гардеробная от застройщика. Также есть зеркало, что немаловажно. Очень такое вместительное, уголком расположено. Здесь даже внутри еще есть место. И здесь также свой санузел. Мы в основном в санузле. Здесь будет в скором времени установлена душевая кабина. Раковина уже установлена. Есть также шкафчик. И раковина довольно широкая, удобная. Мы сейчас на техническом балконе. Отсюда открывается вот такой вот вид на горы. Сегодня их очень хорошо видно. А с другой стороны у нас видно море. Ну и давайте продолжим наш обзор. Виолетта вам покажет квартиру 1+1. И мы в квартире 1+1, ее площадь 50 квадратных метров, это чистая жилая площадь. Я считаю, что здесь один из плюсов – это то, что в зоне кухни и в мокрой зоне, грязной зоне прихожей у нас крупная плитка. И вот как раз-таки вот эта линия, где заканчивается плитка, разделяет у нас зону кухни от зоны гостиной. На кухне симпатичная мебель серого цвета, она сейчас в пленке. Здесь у нас мраморная столешница. И мы с вами переходим в зону гостиной. Здесь не огромная, но достаточно просторная зона гостиной. На полу хороший ламинат, такой красивый ореховый цвет. Здесь поместится угловой диван или просто один диван, да? Вот так вот напротив можно поставить кресло, допустим. И мы выходим на балкон. И прежде чем выйти на балкон, обращаю ваше внимание, какое большое здесь панорамное окно, которое, конечно, вносит больше света и воздуха, когда мы открываем. Мы выходим на балкон, и здесь у нас вот такой вот, небольшой балкончик, тем не менее здесь поместится стол и стулья, и можно сидеть, обедать, завтракать, либо ужинать и наслаждаться видом на море, который никогда не застроится. Мне нравится, что спальня здесь правильной прямоугольной формы, ее площадь 12 квадратных метров, здесь нет никаких выступающих колонок, ниш и так далее, и это позволит вам правильно расставить мебель, удобно. Здесь вот мы рассчитали примерно, здесь поместится двухспальная кровать, поместится шкаф и даже может быть какой-то комод вот здесь вот. И также здесь большое панорамное окно с видом на море. Илья, давай покажем, какой здесь вид на море. Вот вы будете лежать в своей кровати, просыпаться, и первое, что вы будете видеть, это море. Не мечтали? Зоны прихожей как помещения нет, но вот это вот решение, шкаф в прихожей, визуально разделяет прихожую и гостиную. И когда мы находимся здесь, ощущение, что это отдельное помещение. Вот здесь вот находится основной, единственный санузел, так как это квартира 1+1. И он тоже достаточно просторный, продуманный. Очень мне нравится, что здесь есть вот такой вот пенал, куда можно сложить все свои принадлежности, полотенца. Этого всегда не хватает в ванной комнате. Мне квартира 1+1 понравилась, несмотря на то, что площадь 50 квадратных метров, казалось бы, да, если сравнить с когда 60 квадратных метров, но тем не менее здесь плюс в том, что помещение правильной формы, без всяких выступающих ниш, и на самом деле здесь можно даже больше разместить, чем в некоторых проектах бывает там больше от 1+1, там 60 квадратных метров, да, но там как-то вот эти выступающие ниши, они съедают это пространство. Здесь такое все правильное, лаконичное и на самом деле просторная, светлая комната. Сейчас предлагаю посмотреть территорию и дойти пешком до набережной, благо идти здесь всего 2 минуты. Здравствуйте. Здрасте.
В этом комплексе еще остались предложения от застройщика. Комплекс будет сдан уже в ближайшее время. Как вы видели, там остались совсем небольшие детали до завершения. Комплекс классный, находится в 100 метрах от моря. Я считаю, он незаслуженно у нас, как сказать, обделен вниманием. Да. Не знаю, может быть, это и наше упущение, потому что мы мало про него почему-то говорили. Вот. Но тем не менее, теперь вы знаете про него и видели, какие здесь классные квартиры. Друзья мои, если вам нравится наш контент, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Для нас это очень-очень важно. Мы будем вам очень благодарны. А также ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный видеообзор. А он точно будет интересный, я вам обещаю. Пока-пока!